Всем привет, это Level Performance, и я вам расскажу про вторую народную примету. Как вы помните, весна у нас заканчивается, когда Евгений Романович снимает пуховик, а лето начинается, когда в отделе тюнинга у нас над рабочими столами приходится ставить палатку, потому что наша стеклянная крыша превращает помещение просто в натуральную теплицу. И если для механиков мы белый потолок уже сделали, то менеджерам достается через боковое стекло, поэтому они вот так вот все лето живут в палатке. На Гелендвагене, который был у нас с вами в новогоднем видосике с бешеным звуком, у нас сегодня работает двух фронтов. Мы сзади поменяли амортизаторы, потому что они потекли где-то на кочках, видимо, слишком быстро в мороз машина залетела, потекли они оба парой. И спереди мы меняем левый подкрылок. Его выдавило воздушным потоком. Мы его сейчас перед установкой будем резать, потому что это ж барбус широкий, капец. И у него тут 6-сантиметровые проставки. Соответственно, машина при вывороте, когда у тебя колеса становятся шире, ходит по большему радиусу, и, соответственно, одного и того же размера колесо у тебя как будто дальше отклоняется от точки поворота и, соответственно, упирается в подкрылок. Вот так оно у нас выглядит. Здесь схема гипертрофированная, потому что колесо у нас шоркало этот подкрылок, когда он был слегка выдвинут, но ровно таким же образом колесо сюда упирается. Справа подкрылок у нас цепляет слегка, слева почему-то сильнее. Мы, к слову, на сход-развале сейчас проверим, почему у нас левое колесо к подкрылку ближе. То ли бампер несимметричный, то ли настройки углов установки колес не одинаковые, и колеса вот так вот стоят не на одной оси. Собственно, вот этой вот кромкой внешней при повороте у нас при загрузке колесо чиркается об подкрылок, с той стороны это происходило сильнее. Примерно вот в такой позе несколько месяцев мы ждали запчасти для этого двигателя, и наконец-то арбузик у нас решился косточек. Это двигатель S58B30A, который обретет внутри достаточно прочные, такие плотные и подготовленные кишки, чтобы в машину можно было от души дунуть. Это универсал Александра Булкина, про которого вы уже много раз спрашивали, и на него наконец-то приехали запчасти. Дольше всего мы ждали распредвалы, которые из-за того, что, видимо, очередь на такие моторы по тюнингу, очень долго производились. Так что сегодня у нас стандартный силовой агрегат выехал из машины, мы сейчас изготовим под него новую оснастку, потому что в такую пыль S58 мы раньше не разбирали, и двигатель у нас на правильно подготовленном кантователе уедет в моторку, чтобы вскрыться, отдефектоваться, получить новые запчасти и готовиться к обратной установке в мотор. Здесь будет очень такая сбалансированная конфигурация, без какой-то жести, без каких-то необычных вещей, но машина обещает быть быстрой, как вам Саша и Артур из А2 и обещали. Друзья, всем привет и всем приятного аппетита. Мы находимся в сварочном цеху, и здесь у нас М5 Е39. Мы на финишной стадии по изготовлению выхлопа. Глушители нам предоставили наши друзья из Бронко. Здесь довольно-таки интересная система водоворота труб. Продолжили мы философию ту, которую сделали на Porsche 992. Посмотрим, какой здесь будет звук выхлопа. При данной схеме выхлопа мы добьемся в прямоточном режиме довольно-таки громкого звука, а в тихом режиме, благодаря тому, что у нас на каждую голову будет по 3 глушителя, соседи не будет беспокоиться при холодном запуске. На выбор у нас для клиента было 2 вида насадок, одни скошенные, одни прямые. Вот сейчас мы на финишной стадии, нам осталось выставить только насадки под штатный стиль М5. На стенде у нас сегодня редкий для нас звук V-образной шестерки Nissan GT-R. Этот автомобиль достаточно долгое время простоял под чехлом, потому что были организационные, даже я бы сказал, политические причины, по которым не было следующих движений.
Машина сейчас почти закончена по механике. Мы собрали на ней все передние воздуховоды под бампером. И, соответственно, в текущей конфигурации ее нужно катнуть на стенде, поднастроить, понять, как она вообще шевелится, как себя чувствует. Так что внутри работает настройщик, калибрует на разных уровнях наддува и мощности, соответственно, смеси, все, что там должно шевелиться в моторе. Ну а следующим этапом эта машина поедет в отдел детейлинга, чтобы организовать покраску. Она будет у нас ярким очень смурфиком, потому что весь кузов, за исключением ярко-карбоновых элементов, останется голубым. Ну и, возможно, кстати, капот мы тоже все-таки в голубой покрасим. Сейчас поедет, запиши звук. Сзади мы видим яркий, такой очень густой черный дым, это не сгоревшее топливо. Один из первых прокатов для GTR это норма. Даже есть поговорка: черный дым пошел, смесь готова. Это, конечно, не так, поэтому со следующими итерациями машина перестанет выкидывать яркий черный дым. Это просто безопасная стратегия. Так оно точно не испортится. Поэтому идут от богатой смеси с избытком бензина к оптимально бедной. Работают с этой машиной сзади, но мы с вами стоим спереди, потому что так удачнее падает свет. BMW M4 G80, выхлоп Акрапович. Акрапович, дорогой мой подписчик, я научился это говорить правильно. И здесь не очень корректно работают заслонки выхлопа. Разбираемся сейчас, то ли механические какие-то вопросы с самими, как их правильно назовем, в общем, кружочками, которые на оси крутятся, как клапан, или все-таки дело в управлении. И дальше вопрос об управлении том, которое блок управления нестандартный переваривает, или что-то с заводского блока управления приходит некорректно. Потому что хозяин сказал, что ну мне что-то не нравится, как она хлюпает, как будто вот по-разному слева-справа, не вовремя и не в такт. Музыкальный слух — это иногда хорошо, а иногда это большая катастрофа, потому что ты слышишь то, чего нормальный человек распознать не может. Но в любом случае разберемся, что на самом деле происходит. Напомню, на всех выхлопах Акрапович, там, где есть электронные заслонки, всегда есть заводской блок управления, который по коншине читает несколько параметров, включая обороты и нагрузку. И плюс тот режим, который машина хотела бы заслонкам задать по умолчанию. И, соответственно, алгоритм эта система перерабатывает, давая машине тот самый специфический звук, за который ты платишь. Поэтому, если ты купил выхлоп новый на дорогую машину и не поставил блок, ты не получил того, за что заплатил. Хорошо это или плохо, нравится, не нравится, каждому решать самому, но это вот как есть. Тебе продают вещь, а ты берешь в комплекте только половинку, и, соответственно, sound experience, как они его называют, ты недополучаешь. Полностью воспроизвести условия теста, при котором двигатель приговорили к капитальному ремонту со словами, что разрушена перегородка на поршне, мы не смогли, потому что двигатель попал к нам в состояние, когда у него не прикручены фазоворачатели к распредвалам, цепь просто валяется где-то в передней части лобовины, да, в передней части на этом моторе. И, соответственно, мы выполнили тест на утечку, так называемый лик-тест, когда в цилиндр подается определенное давление, и ты смотришь за падением этого давления. Соответственно, есть ли из цилиндра воздуху куда уходить. По всем 4 цилиндрам у нас абсолютно идентичный показатель на уровне 1%, что совершенно нормально для нового мотора. Если бы у нас были какие-то повреждения в поршне, то это были бы проценты выше 7-8, там легко до десятков процентов. Ну и, соответственно, косвенным признаком того, что у нас не работал неправильно весь ряд, а не один какой-то конкретный цилиндр, является грязный, очень жирный нагар во всех выпускных каналах. Соответственно, у нас мотор, как и показала электронная диагностика, потому что компьютер, который диагностирует Mercedes, оказывается в некоторых ситуациях умнее людей, которые им пользуются. Там было написано крупными буквами: не герметичность системы впуска по банку 2. И, соответственно, проигнорировав эту рекомендацию, человеку зачем-то разобрали двигатель. Мы сегодня имеем инструментальное подтверждение того, что разбирать его было совершенно не нужно. Иначе как преступлением я эту ситуацию характеризовать не могу. И еще один свидетель у нас выпускной коллектор. Точнее, не свидетель, а улика. Банк, по которому заявляли негерметичность, у нас очень густо покрыт сажей с обеих сторон. Все 4 выпускных раннера у нас в грязи. Со второй стороны нормальный сухой белый коллектор, так как должно быть для машины, которая работает с корректной смесью. Соответственно, если бы у машины были задиры в 3-м цилиндре, то соседи работали бы абсолютно адекватно, и таких признаков у нас не было. Повторюсь, я до сих пор не могу вообще осознать, как это произошло, зачем так было сделано, потому что если тебе умная машина говорит: проверь впуск
А ты зачем-то разбираешь мотор, где-то должен быть факт, который не учитывается при нормальной организации механических работ. На фоне слегка чумазой М5 я хочу передать привет ребятам из М5 чата, которые говорят: не, ну что на М-ке-то в левел ехать, они там дофига денег берут. Очередная BMW M5, на которой мы просто бережно разобрали все для мойки днища и радиаторов, чтобы машина не стала хуже, чем приехала к нам. Люди это ценят, знают, доверяют, и этот процесс уже настолько безостановочен, что мы даже не успеваем иногда это все снимать. Так что очередная М5 у нас заходит в лето без проблем с перегревом или какими-то лишними симптомами запахов. Ну и по факту вернемся к перегреву. Машина исправна. Положа одну руку на сердце, а вторую на BMW, я вам расскажу про возмутительную четырехстволку. Выхлоп этой E39 получился просто демонически громким. Из него слышно механически каждый лязг, который происходит в моторе. Потому что мы здесь установили давно уже распечатанные выпускные коллекторы из Inconel, которые не допускают затыкания выхлопных газов из соседних цилиндров в следующем рабочем такте. Каждый цилиндр у нас в этом моторе должен разряжаться идеально. За счет этого у нас нет никаких помех в выхлопе, и атмосферный двигатель без перенастройки на полностью штатном софте должен стать немного мощнее. Мы ожидаем прибавку на оборотах сверх 5500. Посмотрим, что сейчас покажет нам Dynastand. Ну а вам я советую отойти от экранов или снять наушники, потому что эта машина одна из немногих, которые способны доставить мне физическую боль при работе двигателя. В слесарном сервисе гибит работа, и что-то мне внутри подсказывает, что эта машина у нас здесь прикипела надолго, потому что они быстро чиниться просто не умеют. Не самый частый, но весьма желанный гость в наших стенах — это Lamborghini Murcielago. Так, кажется, их называют по-правильному, раз вы меня поправляете постоянно. В общем, это машина, с которой, наверное, в большей степени начался культ ламбо-двери на стороне, потому что больше, чем эту машину, наверное, даже Diablo на каких-то наклейках не тиражировали, не показывали, не рассказывали. В общем, здесь какой-то абсолютно неистовый гоночный V12, засунут он в машину просто. Вот, посмотрите, у меня почти 1,90 м роста, а я даже до клапанной крышки половину расстояния не могу дотянуться. Мотор реально где-то далеко вот там. И он у нас в целом заканчивается весь сильно до оси. Это и есть настоящий среднемоторный суперкар, а по тем временам это точно был гиперкар. Коробка у него находится где-то между мной и мотором. Ну и обратите внимание, у этой машины активная аэродинамика, вот эта штука шевелится, с учетом того, что ей уже 20, сколько ей, 20-30. В общем, этой машине более чем достаточно лет для того, чтобы это было настоящим предметом какого-то, наверное, технического риска, технического и новизны, и, в общем, мало кто себе мог позволить в те времена так делать. Этот белый автомобиль приехал к нам для проведения технического обслуживания и решения некоторых деликатных проблем, о которых мужчины в приличном обществе не говорят. Очередная 812 с очень красивым номером. 812 у нас в работе на плановое ТО. Рядом Range Rover явно разобран после мойки, точнее, еще не собран после мойки. И эту BMW, кстати, с пленочкой я вчера видел. Мне очень нравятся такие истории, когда глянцем и, соответственно, матом отыгрывает какой-то рисунок, смотрится достаточно сдержанно, но при этом привлекает взгляд. И, ну, такая не кричащая история. Ой, а зачем мотор вытащили? Что вообще происходит? Мотор закончился? Ой, 157-й, а что с ним? Задиры. Ой, 177-й. Левая голова, Ага. левая голова, ну, предположительно, Понял. распредвал. Понял. Ставить другой мотор будем или это чинить? Нет, это чинится. Ну, вскрыться как бы покажет, но он записан Юрий. Угу. Бобо, какой пробег у машины? 68, по-моему. Абсолютно удивительная история. На пробеге 68 тысяч. Бобо у двигателя 4.0 AMG. Прям необычная история. Они сильно больше обычно ходят. Ого, крутяк. Смотри, как она выцепилась. Вот эта вот штука должна стоять жестко, но она у нас вообще не фиксируется никак.
А это при этом опора двигателя, она еще и управляемая жена, да? Нет, не, это обычный. Но, в общем, вот это должно быть настолько туго, что только несколько сотен килограммов могут ее шевельнуть, а оно у нас вот так вот. Интересно, как оно на ходу вообще ощущалось? Это пробило, видишь, с этой стороны, с обратной стороны подушку. Офигеть, а как так? Что с ней надо было делать, чтобы оно так было? Короче, поломался Мерседес, будем ремонтировать. Держи. Есть в мире тюнинга одна операция, которую я ненавижу просто всеми фибрами души, далеко за пределами той рациональной опаски, злости, осторожности, которую это должно вызывать. Это дешевая покраска тормозных суппортов на автомобилях, которую выполняет каждая собака куда только не плюнь, но при этом сделать это качественно могут, как говорится, не только лишь все, потому что операция это требует, во-первых, надлежащего слесарного опыта, оборудования, инструмента, знаний, ну а во-вторых, соблюдение правильных технологий покраски. Начнем с того, что тормозной суппорт, он на вид такой большой и железный, на деле это в большинстве случаев деталь алюминиевая, в которой установлены разных металлов вставки, у которой достаточно много мест, где точность соблюдения размеров отверстий важна, и вдобавок ко всему тормозные поршеньки, которые у нас внутри вот так вот сжимают колодки, они на подавляющем большинстве суппортов, городских вообще все, покрыты резиночками, которые при покраске либо ставят бэушные, когда выдергивают те, кто получше, либо вообще закрашивают сверху или маскируют и перегревают в камере, это у тех, кто похуже. Но на выходе все они одинаково некорректно относятся к изделию и по факту лишают вашу тормозную систему запаса безотказности. И в лучшем случае оно начнет подклинивать. А здесь у нас пока не извлечены колодки, но уже налицо. Я вам, кстати, представлю, это 812 Ferrari, роскошный дорогой автомобиль, на который покрасили суппорты. Покрасили плохо, у них из-под желтой краски просвечивает черная база. И в тех местах, где у нас вкручиваются тормозные прокачные, я забываю все время слово, назовем по-простому тавотницами, здесь было то ли неправильно замаскировано при покраске, то ли не подсушено. В общем, сюда попала тормозная жидкость, и на еще не полимеризовавшейся краске это вызвало вздутие, из-за чего у нас суппорты начнут постоянно облазить. Ребят, я вас категорически прошу, не красьте суппорты без острой на то необходимости. А если делаете это, то делайте по уму. Да, это стоит дорого, потому что красить суппорты за 20-30 тысяч рублей, как это предлагает большинство детейлингов, шиномонтажей и вообще кто попало, это просто кощунство. И даже если вам это продают за 70-80, там, иногда даже 100 тысяч рублей, у кого-то хватает наглости, сделано будет, скорее всего, вот так же дерьмово. На моей практике качественная окраска суппортов в Москве занимается буквально одна компания, и компания это не предоставляет эту услугу в розницу, потому что она красит только собственную продукцию. В общем, трижды задумайтесь и будьте максимально осторожны. Пыльник должен быть целым, пыльник при покраске должен быть извлечен, пыльник не должен быть испорчен, он не должен быть перегрет, на нем не должно быть краски, и все размеры должны быть в норме. Ну и плюс сама краска должна полимеризоваться. А ради увеличения маржинальности там, всех продаж люди пытаются, точнее, людям, те, кто это делает, пытаются напихивать суппорты типа покрашу за день, два, три. Ну, хорошая покраска никогда не берет с колес, и эта процедура должна занимать, ну, плюс-минус. Даже если ты красишь у себя на территории, ну, дня 2-3 рабочих минимум. Если куда-то возишь, то и того больше. В общем, будьте осторожны. Мы это не продаем как услугу, не предлагаем. И только в экстренных случаях беремся. Короче, Danger, вот такой вот Danger. А конкретно эта машина, почему я около нее оказался, после покраски суппортов приехала к нам с жалобой на хруст тормозов. Для тех, кто понимает, будет понятно, что наличие вот здесь вот проводу означает неправильно установлен тормозной датчик. На машине как минимум перепутаны местами внешние и внутренние колодки, и механик у нас сейчас с задней оси начал всю тормозную систему разбирать, чтобы понять, что там вообще наворотили. И я пока вам рассказывал, подумал, что возможно сюда тормозной жидкости просто налили и не протерли, а этого тоже не знают чудо-детейлеры, потому что в целом тормозную жидкость, если ты капнул на краску, она разъест даже хорошую заводскую эмаль, если ты ее вовремя не замыл, при этом хватит обычного нефтяного обезжиривателя, и сверху это надо полить водой, тогда никаких проблем не будет. Здесь колодки на месте стояли или тоже перепутаны? Нет, они задние перепутанные местами были. Ага, а спереди? Вот. Спереди никаких обозначений не видно без снятия. Когда Но... до них, здесь на этих колодках две... есть направленные. Я понял, но я про то, что на этих колодках и на внешней, и на внутренней есть разъем под датчик, а на многих колодках их нет. Датчик стоит на две колодки сразу. Он на обе колодки сразу. Капец, я деревня. Дорогие зрители, поправка. Датчик обе колодки контролирует, так что дело не в этом. Ребята по
индикатором направления это определили. На передней оси у нас дискомфортно себя ведет тормозной ротор в взаимоотношении с колодкой. Она как будто шире, чем должна, потому что вот здесь вот есть заводская такая небольшая проточка, которая обозначает зону, в пределах которой диск был обработан под колодку. Сама колодка у нас при этом за эту зону выступает. И здесь прям ярко пальцем чувствуется ступенька. То ли колодки подобраны неправильно, то ли это так должно быть с завода. Итальянцы тоже иногда немного неряшливы. Вот. Но сейчас мы это все разберем и проверим доподлинно. Вы часто респектуете, как у нас тут чисто, но признаюсь, что в каждом сервисе есть уголок, где концентрация бардака примерно равна 80% остальной площади всем вместе. У нас здесь сейчас мотор от Уруса, точнее для Уруса. Он пойдет в Мансорика, как его ребята прозвали, а хозяин его называет Юрой, потому что предыдущий мотор пристрелился. Не то чтобы вообще безвозвратно, но его ремонт сейчас оказался непрогнозируемо долгим, а машину надо колеса поставить как можно быстрее, поэтому она получает новый, очень хороший, сладенький с точки зрения эндоскопа беспробежный агрегат, который мы проверили и до покупки, и после покупки. Следующий двигатель — это у нас старый Mercedes, на который будет вязаться моторспорт-проводка. Этот мотор у нас обзаведется современной коробкой, современным блоком управления, электродросселем и так далее. В общем, для того, чтобы этот старый прочный оковалок перестал быть ленивым и совершенно неповоротливым. Ну и в состоянии уже лонг-блока, только у нас здесь стоят сверху некоторые электрические механизмы, двигатель М177 от Brabus GLS, который мы вытащили, чтобы отдать в моторку на то, чтобы его обратно собрать. Как бы это ни абсурдно звучало, в общем, у дилера этот мотор из предыдущей серии отстрелили, разобрали некорректно, даже без спецуры и не снижая натяг, с цепи просто вот так вот вывалили оттуда возвращатели и распредвалы, и нам сейчас надо проверить, что там все исправно, аккуратненько, пошагово собрать и вернуть в машину, потому что в машине тюнинг будет, а вот механических изменений в моторе нам просто физически не нужно. Была когда-то реклама про какие-то сладости, где на людях сыпь выпадала, и у нас иногда на агрегатах выпадает вот такая вот инженерянка. За нее отдел инженерный у нас регулярно в столовой получает подзатыльников, потому что клеит это сканировщик, а отдирать приходится либо ребятам из отдела детейлинга, либо механику, а эти пластинки, вот эти вот круглые площадки для позиционирования сканера, они мало того, что хорошо на некоторые детали клеятся, так еще и плотные, поэтому когда ты ее пытаешься отколупать ногтем, она тебе так втыкается внутрь. В общем, не самое комфортное дело, а отковыривать их с моторов каким-то механическим инструментом небезопасно. Так что инженеры делают добро, но в это же время за собой иногда оставляют следы своей жизнедеятельности. Двигатель у нас этот М275, 5.5 твин-турбо, вытащен из CL65 AMG, и, собственно, по точечкам вы можете понимать, что этот мотор ждет впереди интересная жизнь. Мы его будем трансплантировать в другой кузов вместе с коробкой передач и вообще осовременивать один очень интересный автомобиль. Так что инженерный отдел у нас пыхтит над этим уже 3-й месяц, и я думаю, что будет очень интересная штука. На соседнем подъемнике у нас тоже мойка радиаторов, но в этот раз без большого разбора, потому что на R8 они находятся в самом грязном месте в задней арке, и они демонтируются здесь у нас для отдельной мойки, потому что всю машину целиком в этой конструкции мыть не обязательно. Даже с почти чистым днищем радиаторы там все равно заштукатурены. Это R8 Вани Тимощука, который по-прежнему едет в дрэг-рейсинге, не только в городе на этой машине, просто переобувая колеса. Машина пропустила первый этап в классе 9.2, но, к слову, участников там было так мало, то есть не собрались вообще все, что этап был признан несостоявшимся, так что ни Ваня, ни наш Porsche не теряют очки. В общем, на этой машине мы после сезона, когда она с задержкой приехала из кузовной покраски красивых элементов бампера и так далее, мы меняем колодки, амортизаторы, делаем сход-развал, выполняем общую контрольную проверку, ну, разумеется, масло в двигателе, и готовимся к фестивалю Unlim Fest, который будет уже через 1,5 недели. R8 вместе с заменой колодок и амортизаторов получит у нас систему впрыска водометанола, чтобы на долгих гоночных заездах у нее комфортнее работал двигатель. Впрыск воды и спирта в разных соотношениях у нас, напомню, помогает двигателю либо получать больше топлива, либо более высокооктановым считать весь заряд, либо при распылении чистой воды охлаждаться. Ну а в смесях все это находится где-то в балансе и в гармонии. То есть соотношение, пропорция внутри жидкости и объем ее впрыска определяют, что это такое.
BMW M5 поколения E39 не выпускается уже не знаю сколько лет, но с момента начала выпуска этих автомобилей прошло уже целых 26, просто вдумайтесь. Поэтому залезать в такой проект изначально было лютой авантюрой и риском. В мире огромное количество талантливых, компетентных, опытных людей, которые все уже давно сожрали с этими машинами. Вот так вот просто по вторую фалангу спиленными, натруженными руками они умеют туда делать правильные по опыту выпускные коллекторы, правильные железки в мотор и в целом, ну, короче, не первый день машина в рынке, машина многими тюнерами любимая, поэтому все, что можно, там уже давно до нас, по крайней мере, попробовали пошевелить. Но мы решили показать, что современные технологии что-то да могут, и пока у нас получается. Изготовлен у нас на машине пока только выпуск. Печатные выпускные коллекторы, где мы поцилиндрово пытаемся обеспечить соэжекцию между соседними раннерами, чтобы мотору легко было из себя все выплевывать. И с нулевым сопротивлением у нас сделана громкая линия. Выхлоп у нас при этом с заслоночкой, чтобы можно было ехать и очень громко, и не очень громко, но в любом случае сильно громче стока. В цифрах у нас там все на диностенде снято в абсолютно равных условиях на одном и том же бензине. Мы специально решили в этой ситуации вам показать, насколько важна точность измерений. Первый график зелененький, это у нас полностью стандартная машина. Снизу, напомню, мощность, сверху крутящий момент. Мощности у нас 340 сил на колесе. Это то, что у нас приехало на тормоза ролика. То есть та мощность, которую диностенд получил. Все, что там внутри пропало, это ответственность машины. Машина у нас на механике, поэтому пропало не так много. Красный и синий. Это у нас графики финального и почти финального вида. Красный — это график вообще на прямой трубе, когда у нас в системе нет даже отвода на тихий режим. Синий — это наша итоговая конфигурация, когда заслонки открыты, но банк в системе присутствует. И здесь мы можем заметить, а замер был не один, я просто открыл один из графиков, что у нас наличие в принципе отвода и отверстия на тихий режим в некоторой степени выхлопу мешает, машина немного сопротивляется. Спросите, что такое оранжевое отверстие? А это у нас, ребята, наши коллекторы полностью адаптированы к стандартной выпускной системе. То есть сами по себе коллекторы у нас, если считать атмосферные, точнее абсолютные цифры, дают, ну, типа 340 минус 347, 7 сил. На самом деле площадь это достаточно большая, и цифры пиковые, видите, зеленый график здесь пикует, оранжевый здесь, наоборот, подпровалился. В общем, к отсечке около 10 колесных, и получается в крутящем моменте разница у нас вообще в пользу стандартного коллектора, потому что где-то здесь он умудрился подняться выше. С точки зрения физики все это объяснимо. Если стандартная система спроектирована так, чтобы все пульсации работали вместе, без наличия должного пространства для истечения газа, в коллектор у нас штатный выхлоп, получается, на определенных оборотах заткнулись. Здесь же уже физика именно инерции играла в нашу сторону. Так что вот посмотрите. Это самый дорогой и самый неэффективный тюнинг из всего, что мы делали. Тюнинг атмосферных машин дело вообще неблагодарное, а такие изыскания, ну, еще сложнее. Так что следующим этапом у нас будет под капотом работа, которая позволит реализовать весь задел, который мы формируем тут, потому что это не то, ради чего мы проектировали весь этот выпуск. С поднятием оборотов, степени сжатия и изменения валов распределительных, чтобы у нас дольше мотор мог воздухом наполняться и дольше его выплевывать уже внутри себя, мощность должна подняться значительно выше, потому что выпуск должен реализовывать тот потенциал, который есть в моторе. Так что спасибо тем, кто дослушал. Погнали, месяц через 2, 3, 4, 5, 6, 8 мы соберем в эту машину мощный, злющий мотор. И вот здесь вот мы собираемся увидеть цифру в 500 лошадиных сил. Любовь и ненависть, друзья, это два чувства, которые любого человека, который давно работает с системами впрыска водометанола, обуревают, когда он занимается с этими системами. Безусловные плюсы. У нас машина лучше держит угол зажигания. Ну, вот там по ряду причин холоднее, смесь. Может быть, метанол у нас там слегка задирает октановое число. Иногда метанол даже увеличивает объем вообще заряда, который попадает в камеру, выступая как вторая топливная. Из минусов, безусловно, то, что эта система, ну, она так себе, сама по себе по конструкции, с точки зрения надежности. Ну и еще одним фактором выступает сам по себе спирт, который ты впрыскиваешь, потому что он у нас зачастую, во-первых, это не метанол, потому что метанол в
целом запрещен к обороту, это какие-то там спирты, в которых иногда бывает непонятный осадок. Если ты его разливаешь на черный пол, иногда там бывает белая проплешина, причем непонятно, что было в одной канистре, осталось в другой. И если ты машину со спиртом, который имеет в себе какие-то примеси, оставил надолго, то у тебя внутри клапана может образоваться абсолютно непроходимая пробка, которая приведет к тому, что система твоя не будет работать. А ты об этом узнаешь в самый неподходящий момент. Если собрано и настроено все это правильно, она просто не даст машине ехать. В ситуациях, когда на метанол ты слишком сильно рассчитываешь и переоцениваешь его безотказность, он может тебе пристрелить даже самый крутой и надежный мотор. Так что мы сейчас с вами будем мыть и расковыривать компоненты Aquamist, в которых за достаточно короткий срок, всего в несколько месяцев, образовалась непроходимая бляшка. Отдел детейлинга передает вам горячий привет. У нас сегодня в оклейке целых 5 автомобилей. Это 911 беленький, красивый очень, 992 в модификации Carrera, это Cadillac Escalade, какой-то большой Mercedes, вроде как это GLS, шучу, на самом деле я понимаю, что это GLS, и два совсем новых Cayenne на заднем фоне. Пленка у нас мотается, ребята работают, ну и я не перестаю вам всем желать, чтобы вы ездили на красивых машинах.